Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Rage Against the Machine. Эта американская группа выступала в стиле рока и хип-хопа. Впоследствии этот жанр получил название рэп-кор. Внимание к себе музыканты привлекли левыми политическими заявлениями, направленными против империализма, капитализма и глобализации Америки. Все это они выражают в текстах, наложенных на агрессивную музыку, которую исполняют с высокопарным неистовством. Все началось с объявления в газете. Том Морелло, гитарист из Лос-Анджелеса, искал с кем бы поджемить. Его группа распалась сразу после выхода дебютного альбома, прервав путь Морелло к заветной мечте популярности, ради которой он и переехал в Лос-Анджелес из маленького Либертивилля, штата Иллинойс. И уже к 26 годам у Морелло не было иллюзий в отношении музыкальной индустрии, как не было их и насчет любых американских институций. Выпускник Гарварда, сын эмигрировавшего в США кенийского дипломата, принимавшего участие в антиколониальном восстании Мау-Мау, Том с детства сталкивался с расизмом. Либертивиль почти целиком состоял из белокожего и крайне консервативного населения, на фоне которого мулат Морелло считался полноценным черным, со всеми расистскими предрассудками. Его белая мать-разведенка тоже регулярно страдала от косых взглядов, однако сумела привить Тому чувство собственного достоинства. И он никогда не позволял задевать себя из-за происхождения. Морелло решил, что если идти к славе, то непременно через борьбу с несправедливостью. Это усложняло задачу. Гитарист пытался вписаться в уже играющие коллективы, но никак не мог найти идеологических сторонников. Он предлагал написать песню об апартеиде, а ему затирали о концептуальном альбоме про секс по телефону. Так что в объявлении о поиске голоса для своей гитары Морелло емко выразил и свои вкусы, и амбиции, и путь к их реализации. Он написал: «Ищу хэви-метал вокалиста, сторонника неомарксизма». И вокалист объявился. Правда, не сразу и не по объявлению, а только год спустя. 21-летний Зак де ла Роча быстро нашел общий язык с Морелло. Музыкантов объединило то, что оба они происходили из неполных семей и в детстве регулярно сталкивались с расизмом. Кстати, отцом Зака был прославленный мексиканский художник, а мать работала помощницей учителя, а сам он жил на две семьи. А также их объединила любовь к хардкору, хип-хопу и анархосоциализму. И их музыка родилась из сочетания этих вещей. Де ла Роча пришел к Тому не один, а с басистом, давним приятелем Тимом Коммерфордом. Морелло также пригласил своего приятеля, барабанщика Брэда Уилка. Идея названия группы принадлежит Заку. Изначально он планировал дать его одной из песен, написанных для его бывшей группы. Первый опыт выступлений перед публикой молодые музыканты получили на вечеринке у приятеля Коммерфорда, а вскоре в таких же условиях записали дебютную демо-кассету. Туда вошли 12 песен. А поскольку артисты не имели контрактов со звукозаписывающими студиями, они своими силами организовывают фан-клуб и с его помощью распродают 5000 копий кассетных записей. Путем сарафанного радио о творчестве начинающих артистов вскоре узнал лейбл Epic Records, который предложил им подписать контракт и начать совместную деятельность. Из-за того, что музыканты подписались на лейбл Epic,
принадлежавший медиагиганту Sony, группу затем не раз обвиняли в продажности и в подчинении той самой системе, с которой они вроде как собирались бороться. Но участники группы вполне обоснованно увидели в этом возможность распространить свое мировоззрение на как можно большую аудиторию. Первый диск быстро попал на первое место в Billboard. Только в Америке удалось продать 3 миллиона его копий. Власти используют свою силу, чтобы заставить вас делать то, что они решили. С этими словами Зак де ла Роча открывал выступление группы. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Слова про революционное послание никак не получится назвать преувеличением. Дебютный альбом оказался обстоятельным, затрагивающим массу острых тем радикальным политическим заявлением. Песни содержали политический посыл. На написание таких текстов парней вдохновили зачинщик ирландской голодовки 1981 года Бобби Сэндс и основатели леворадикальной организации «Черные пантеры». Для того, чтобы лучше их понять, достаточно окунуться в обстоятельства, в которых этот альбом создавался. Мир все еще отходил от потрясения после распада СССР. Только завершилась война в Персидском заливе. Внутри страны ситуация, казалось, тоже была накалена до предела. Консервативные штаты гудели о растущем влиянии федеральных силовиков после инцидента в Руби-Ридж, когда маршалы взяли штурмом дом вооруженной белой семьи. А в это время Лос-Анджелес содрогнулся от расовых бунтов, масштабных волнений, вспыхнувших после избиения полицейскими чернокожего Родни Кинга. Для обложки дебюта музыканты выбрали знаменитое фото лауреата Пулитцеровской премии Малькольма Брауна, на котором запечатлено самоубийство буддийского монаха Тхидьгуандыка в Сайгоне в 1963-м. Монах совершил суицид в знак протеста против преследований буддистов режимом Нгодин-Дьома, который поддерживался правительством Соединенных Штатов. Удивительно, но лейбл Epic вообще не пытался вмешиваться в творчество музыкантов цензурой. Альбом вышел 3 ноября 1992 года, в день, когда США встречали нового президента. Билл Клинтон одержал победу над Джорджем Бушем. Победа на выборах демократа могла подуспокоить отдельно либерально настроенных граждан, но наши герои на этот счет не испытывали иллюзий. В то время, пока Нирвана захватывала мир с песнями про поколение нигилистов, Rage Against the Machine предоставили слушателям нонконформизм другого рода, тоже исполненный в агрессивной манере, но имеющий явного противника. В 1993 году ребята отправляются на фестиваль Лолапалуза, где совершают одну из ярких провокаций против цензуры в США. Молодые люди вышли на сцену полностью обнаженными, а их рты были заклеены скотчем. Почти полчаса они стояли в полной тишине под гитарный фидбэк. На груди каждого было нацарапано по букве PMRC, обозначение компании по цензурированию музыки. Чтобы не разочаровать фанатов, через пару дней они устроили еще один уже бесплатный концерт, куда пришли все желающие. Дальше в их биографии начались регулярные туры по городам Америки. Несмотря на вызывающее поведение, почти каждый второй концерт у них был благотворительным. Сложно даже перечислить всех тех, кого музыканты поддерживали таким образом. Здесь и сапатистская армия национального освобождения под предводительством субкоманданта Маркоса, и лидер индейского движения Леонард Пелтер, посаженный за решетку еще в 70-е годы, и чернокожий журналист, политический активист Мумия Абу-Джамал, находящийся в заключении за убийство сотрудника полиции, и многие другие.
Выход второго альбома смог с новой силой поднять волну почитания Rage Against the Machine. Жесткий, практически оглушающий альбом, записанный под руководством продюсера Брэндона О'Брайена, стал в один миг самой мощной работой группы, совместив в себе динамические нотки дисторшена Тома Морелло под аккомпанемент прошибающих, как всегда, текстов. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Тогда же ребят приглашают выступить на шоу Saturday Night Live, где в качестве почетного гостя присутствовал кандидат в президенты США Стив Форбс. В итоге произошел серьезный скандал. Музыканты вошли на сцену с сапатистскими нашивками, повесили на усилитель перевернутый американский флаг и спели свежую антивоенную песню. Такого зрелища организаторы не выдержали, и команда была с треском выставлена из студии, не доиграв программы. Третья пластинка группы продолжала линию, намеченную предыдущими альбомами. Каких-то серьезных экспериментов в музыке или смены тематики песен не последовало. Впрочем, поклонники творчества этого и ждали. Да и критики не сетовали. Коллектив дважды стал лауреатом Грэмми. Казалось бы, группа нисколько не сбавляет оборотов. Музыканты протестуют против операции в Югославии, от переворачивания флага США переходят к его сожжению и за 11 лет до известных событий оккупируют Уолл-стрит. Последнее произошло во время съемок клипа, режиссером которого стал известный документалист Майкл Мур. То, что происходило перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи, прекрасно видно из видео. Сама биржа была закрыта, а режиссер арестован. В 2000-м в дискографии группы появляется еще один альбом, полностью состоящий из каверов. Зак высказывал огромное недовольство по поводу его выхода и пригрозил уходом из группы. Остальные музыканты не придерживались взгляда коллеги, и слушатели все же увидели диск. После этого вокалист выполнил угрозу и покинул команду. Как для фанатов, так и для оставшихся участников это стало большой неожиданностью. Однако они не растерялись, объединились с вокалистом Крисом Корнеллом, недавно распавшейся команды Soundgarden, и создали новую группу под названием Audioslave. Впрочем, ни Зак, ни группа Audioslave не смогли повторить того успеха, который был достигнут совместными усилиями. Информация о воссоединении Rage Against the Machine в прежнем составе стала известна в начале 2007 года. Отношения внутри группы музыканты предпочитали не афишировать. Однако после воссоединения активность их работы несколько спала. В 2010 году в интервью Зак рассказал, что уже записываются композиции для нового альбома, который выйдет в 2011. Но в назначенный срок этого не произошло. На вопросы репортеров о следующем диске Морелло четкого ответа не дал, зато в том же 2011 команде удалось создать собственный фестиваль, где помимо них выступали другие именитые группы. В честь 20-летия команды в 2012 году был переиздан первый альбом музыкантов, однако новый так и не вышел.
А в 14-м барабанщик Уилк и вовсе заявил, что, возможно, на фестивале их совместное выступление будет последним. В 16-м появились слухи о возвращении группы на сцену, однако это не свершилось. Зато чуть позже Морелло, Уилк и Каммерфолд объявили о создании новой группы. Вероятно, сейчас проект под названием Rage Against the Machine приостановил деятельность, однако официально музыканты не заявляли об этом. С момента появления Rage Against the Machine в США и по всему миру появилось множество других протестных коллективов, но мало кто смог прогреметь так же звучно, как они. Группа остается настолько уникальной, что ее творчество можно вывести в отдельный поджанр. Недаром критики еще десятилетия назад стали называть их музыку агит-роком. Любые попытки повторить путь команды разобьются вдребезги без той пламенной приверженности идеалам, о которых они поют. Потому новоявленные группы могут сколько угодно называть свои концерты демонстрациями и приписывать себя к леворадикальным движениям, но на поверку все равно оказываются беззубыми имитаторами, треки которых состоят из абстрактных лозунгов и не несут почти никакой смысловой нагрузки. Более того, Rage Against the Machine не боялись называть в треках имена своих врагов и посвящать песни конкретным борцам за свободу. При том, что спустя время многие из этих личностей канули в небытие, а музыка группы не просто не устарела, она стала еще более пугающе актуальной. Это, с одной стороны, можно объяснить тем, что настоящее искусство должно пройти проверку временем, но в случае с ними это одновременно и тревожный показатель того, что мы явно движемся куда-то не туда. Как сказал однажды Зак де ла Роча, если ты живешь в США, то ты живешь в одном из самых жестоких обществ в истории человечества. Это страна, которая унаследовала геноцид коренных народов Америки. Страна, которая построила систему рабского труда. Страна, которая единственная в истории использовала ядерную бомбу против другого государства. Это страна, которая убила и поработила миллионы в Юго-Восточной Азии в результате Вьетнамской войны. А мы происходим от людей, которые противостоят этому.